как в этих условиях управлять страной, кому кто должен подчиняться. И сразу становилось непонятно никому. То есть начиналась так называемая война законов. Это называется правовой подлог. Когда какую-то ерунду, какой-то ограниченный опрос выдается за референдум. Крупнейшая геополитическая катастрофа не только 20 века, а всей человеческой истории. Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной, вот это патетика. Вся власть в стране идет в разнос. Россия продолжает членство Советского Союза во всех органах ООН, постоянного члена Совбеза с правом вето. Это, кстати, было сделано правильно. Традиции самости, государственности, суверенитета, самоуправления у России, точно не с 12 июня 1990 года. Так что же мы тогда должны отмечать 12 июля? Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Сегодня у нас рассказ необычный, предпраздничный и связанный с памятной датой, государственным праздником 12 июня, Днем России. Но прежде всего я хотел бы обратиться к нашим подписчикам и зрителям, слушателям в интернете. Огромное спасибо вам за оценки, лайки, комментарии. Спасибо со смыслом. Это важно нам не только потому, что помогает нам формировать новые темы наших передач. Мы часто находим их из ваших комментариев, равно как и эта сегодняшняя тема родилась из ваших просьб и комментариев объяснить, что, собственно, происходило 12 июня. Но важно это и с чисто технологической точки зрения. Специалисты объяснили мне, что по банальным алгоритмам социальных сетей, чем больше комментариев, чем больше оценок, лайков, тем большему количеству любителей истории рекомендуется наше видео либо наш подкаст. И, соответственно, поскольку у нас ведь некоммерческая организация, мы за бесплатное просвещение в интернете, все подписки бесплатны у лектория. Он выкладывает наши лекции сразу и в Ютьюбе, в Рутюбе, ВКонтакте, в Яндекс.Дзене, Apple подкастах, в общем, везде. Чем больше будет положительных реакций и комментариев, тем большему количеству других любителей истории наши лекции будут рекомендованы. А значит, наш круг тех, кому не безразлично наше прошлое, наше настоящее, наш круг расширится, нас станет больше. Поэтому проявляйте активность. Лайк, подписка на канал, тот, на котором вы это смотрите. Ну и, соответственно, в идеале какой-то комментарий. А комментарии я стараюсь читать все. Не отвечаю, сразу скажу. Иногда это делают помощники. Но я стараюсь все читать, потому что это очень важно. Важна ваша реакция. После такого вступления давайте поговорим о сегодняшней теме. Теме на самом деле непростой. Что мы отмечаем 12 июня и что мы должны отмечать 12 июня, на мой личный взгляд. Есть в этом некоторая разница. 12 июня – официальный государственный праздник, таких в России немного. Это государственные праздники, которые одновременно являются и выходными днями. Значит, посчитаем. Новый год, Рождество Христово, 23 февраля, День защитника Отечества. Я, честно, не пойму. Я за то, чтобы это был государственный праздник, но не очень понимаю, почему это выходной день. Задача мужчины – работать. Работать, защищать Родину, созидать, помогать строить благополучие семье. Почему выходной? Загадка. Дальше безупречный выходной прекрасный праздник 8 марта. 1 мая – День весны. 9 мая – наш главный государственный праздник, День Победы. И 4 ноября – праздник исторический, День единства российской нации. Мы об этом празднике говорили. Я отсылаю вас к интересным, на мой взгляд, рассказам, которые так и называются «Что мы отмечаем 4 ноября». Пожалуйста, посмотрите.
Есть еще разного рода невыходные праздники, когда выходной день, слава богу, не предоставляется, иначе бы страна вообще перестала работать. Это профессиональные праздники, День пограничника, День учителя и так далее. И разного рода памятные даты, Дни воинской славы и прочее, прочее, прочее. 12 июня входит в узкий список главных государственных праздников. Что мы празднуем? К чему прямой отсыл? Что, собственно, произошло 12 июня? Это не все понимают. Формально в этот день, 12 июня 1990 года, Верховный Совет РСФСР, молодые зрители, наверное, не поймут, что значит эта аббревиатура, Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, главной из составляющих республик Советского Союза, почти парламент, выражаясь современным языком. Вот этот почти парламент союзной республики, входящая в состав существовавшего тогда Советского Союза, принял декларацию о суверенитете РСФСР. Что это такое и почему приняли? Вот этому первая часть нашей лекции будет посвящена. А ровно в этот же день спустя год, тоже 12 июня, только 1991 года, Борис Николаевич Ельцин был избран первым президентом России. Тогда еще России, входящей в состав Советского Союза. Вот, собственно, два этих совпадения. День принятия декларации о суверенитете РСФСР и день избрания первого президента РСФСР Бориса Ельцина и являются формальным основанием год спустя, в 1992 году, 12 июня, уже после распада Советского Союза, была официальным законом признана государственным праздником и праздничным выходным днем, начиная с 1992 года. Вот уже 32 года получается. Часто этот день в народе, особенно в 90-е годы, называли Днем независимости. Я сразу хочу сказать, что даже Ельцин, так бывало в обращении к нации, говорил, это День независимости России. Много ерничали по этому поводу, но официально Днем независимости 12 июня не называлось никогда. Все-таки это было день принятия декларации о суверенитете. Давайте разберемся, что, собственно, происходило до этого дня, 12 июля 90-го, и сразу после. Разберемся с тем, можно ли поставить знак равенства между декларацией о суверенитете и действительно провозглашением независимости. Здесь мы ничего с вами не поймем без краткого, даже поверхностного, но рассмотрения истории вопроса. С чего, собственно, все началось? Как мы помним с вами, Михаил Сергеевич Горбачев, новая команда, находится у руля страны с 1985 года. Ускорение, гласность, потом перестройка. А потом в 1988 Горбачевым была инициирована реформа в целях развития социалистической демократии, в результате которой были приняты изменения в Конституции Советского Союза. Появлялись новые высшие органы власти. Зачем это было сделано, сейчас обсуждать не будем, иначе нам не хватит времени совсем. Мы будем все-таки идти хронологически, как в повести временных лет, по датам. В чем суть реформы? В качестве новых высших органов власти в СССР и во всех входивших в его состав республиках появились съезды народных депутатов. Согласно статье 137 Конституции, полномочия съездов народных депутатов Союзной Республики определялись Конституцией самой Союзной Республики. То есть Союзная Республика могла этому новому органу власти, по сути, делегировать любые полномочия. Это была очень опасная история. И лично, на мой взгляд, очень непредусмотрительные действия советского руководства.
Потому что тут же входящие в Союз союзные республики начали официально менять свои конституции. Также их конституцию поменяла и Российская Федерация, тогда называвшаяся полностью РСФСР. И, например, в Конституции РСФСР появились такие изменения. К исключительному ведению Съезда народных депутатов РСФСР теперь переходило определение внутренней и внешней политики. Постойте, какая внешняя политика у Союзной Республики? У нас же единое государство. Но нет, это уже оказалось принято в Конституции. Далее, Съезд народных депутатов России получил право приостанавливать действие постановлений Совмина Союза, то есть решения правительства Советского Союза, в кавычках, на своей территории, если они нарушают конституционные права РСФСР. Что такое нарушают права, непонятно, но приостанавливать решение правительства – это уже что-то за гранью. А это появляется в Конституции Союзной Республики. Также было право приостанавливать решения актов министерств, ведомств и прочее, прочее, прочее. То есть любые решения власти, если они противоречат законам РСФСР. Вот в результате подобного рода конституционной реформы и появились исключительные предпосылки того, что мы назовем 88-й, скорее даже 89-й, 90-й год, начало 91-го, парадом суверенитетов. Я тоже немного расскажу вам эту историю, поскольку это вроде бы было недавно, 30 с небольшим лет назад. Но есть такой психологический феномен ближней истории. То, что близко, вот вроде бы на глазах у нас происходило, у нашего поколения, мы этому не придавали значения, потому что это все было постепенно, не разовое решение, а такая ползучая суверенизация. И мы, погруженные в свои собственные бытовые вопросы, не осознавали масштабов происходящих со страной перемен. В учебниках истории современная молодежь про это, может, конечно, что-то прочитать, но очень поверхностно. Времени не хватает на все. Не только потому, что большое видится на расстоянии, а потому что тяжело расставить правильные оценки и осмыслить то, что происходило буквально несколько десятилетий назад, на глазах предыдущего поколения. Ну и вообще, чисто политически, знаете, как писал наш замечательный поэт Алексей Константинович Толстой в своей шутливой истории российского государства: «Ходить бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко, мы лучше умолчим». То есть события самой новейшей истории лучше обойдем. Мы молчать не будем. Я постараюсь, не давая оценок, в формате повести временных лет, в формате летописи, просто по пунктам рассказать вам, как происходило расползание страны юридически. Итак, начинается во всех республиках изменения в конституциях и объявление республик суверенными. Начинается это с Прибалтики. В прибалтийских республиках происходили массовые митинги, романтика, призывы к демократии, где-то уже призывы к независимости. Романтическая волна, ее называют сегодня иногда в учебниках «поющая революция». Граждане выходили на улицы и пели народные песни. На национальных языках, естественно. Песенная культура очень развита в Латвии. Это замечательный, мелодичный, поющий народ. Вот они собирались. В Эстонии тоже, в Литве поменьше. Вот собирались на площадях по ночам, даже пели народные песни, призывая тем самым к демократизации. Ну вот пели и допелись. Потому что пока одни романтики пели и говорили: дайте нам больше свободы, другие, собственно, боролись за власть и за собственность под вот этот вот акустический шум романтически настроенных граждан. Параллельно с декларациями о суверенитете принимаются декларации в ряде республик и уже о языке. А мы знаем, с вами всегда начинается с выдавливания русского языка из статуса государственного. 31 августа 1989 года Верховный Совет Молдавской ССР принимает закон о возврате молдавскому языку латинской графики. Латинская графика. Слушайте, дорогие друзья молдаване, вы откройте собственные учебники истории. Ваши великие правители Молдавского княжества писали на кириллице. И службы шли на церковнославянском.
долгие столетия на территории Молдавского княжества. И книги все были на старославянском. И не Сталин навязал кириллицу молдавскому языку. Это исторически так было. Латиница – это Румыния. Ну, а точнее говоря, латиница – это Трансильвания. Ну, отчасти со временем, постепенно Валахия. Тоже, кстати, православное княжество, к слову сказать. И в Валахии, равно как и в Молдавии, когда это были страны, борющиеся за свою независимость, за свой суверенитет, было православие, а, соответственно, церковнославянский язык, соответственно, кириллица. Поэтому никакого исторического возвращения латиницы здесь нет. Это просто замена всего русского постепенно на все натовское. Так, по-простому. 22 сентября 1989 года Казахская ССР, вот туда же, принимает закон о государственном языке. Теперь государственный казахский, а русский язык межнационального общения. Ну, вроде с уважением, но мы же понимаем, к чему это все ведет. На Украине тоже с этого начинали. Сейчас пойдите заговорите на русском. 12 ноября 1989 года, это уже следующая степень суверенизации, Верховный Совет Эстонской СССР, он уже до этого заявил о своей суверенности. Наказания же нет, как бы ползучая суверенизация. Все так и думают, вот сейчас придут офицеры госбезопасности и всех нас повяжут за измену советской родине. Нет, ничего не происходит. И Верховный Совет аннулирует декларацию от 22 июля 1940 года о вхождении Эстонии в состав Советского Союза. Все это категорически незаконно. Все это противоречит всем союзным законам. Но реакции союзного центра нет. Войска не направляются. Зачинщики сепаратизма не задерживаются. Продолжают жить своей жизнью. Команда из Москвы не дается. Я не буду сейчас рассказывать вам подробно. Зайдите в интернет, посмотрите, все это есть. И история со рижским ОМОНом, несчастным, который пытался удержать Латвию в составе Союза. И история с штурмом десантниками Вильнюсской телебашни. Союзный центр не только не поддерживает инициативы отдельные военных по наведению порядка и сотрудников госбезопасности, не только не прислушивается к призывам руководителей Эстонии: помогите нам навести порядок, дайте команду, дайте нам войска. Нет. Союзный центр смотрит со стороны. И расползание, суверенизация поющая продолжается. О важности истории в определенные моменты. Ну, казалось бы, пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией, так называемый пакт Молотова-Риббентропа. Дела давно минувших дней. Но в этот момент почему-то на союзном уровне о нем вспоминают. Более того, признают существование к этому пакту секретных протоколов, так называемых, где определялись зоны влияния. Понимаем, да, Прибалтика входит в зону влияния в целом Советского Союза, там определялись и немецкие зоны влияния в Восточной Европе. В момент, когда Прибалтика буквально отрезает себя от страны, этот вопрос вытаскивается на уровень союзного обсуждения, и в конце декабря 1989 года принимается постановление после бурных дебатов Второго съезда народных депутатов СССР о политической и правовой оценке Советско-германского договора о ненападении 1939 года. Договор признается неправильным. Секретные протоколы к этому договору, не имеющими юридической силы. Напрашивается вопрос, а зачем? Нашли время для этого. Ну, раньше зачем-то это скрывали. Ничего в этих секретных протоколах ужасного по меркам того времени не было. Такие же секретные протоколы, не буду сейчас погружаться в детали, подписывали и другие страны. И Англия, и Франция, и Польша. Такова была дипломатическая практика той поры. Это в порядке вещей. Но именно в этот момент, момент риска распада Советского Союза, неожиданно на высшем уровне, высшей государственной власти Советского Союза, история с протоколами, которые неизвестно зачем скрывали, повторюсь, вытаскивается и объявляется нелегитимной. Что думают люди?
Люди думают, ну, наверное, все-таки тогда эстонцы, латыши, литовцы в своем праве. Ведь мы действительно, получается, каким-то странным преступным образом приняли эти республики. Это была, кстати, юридически абсолютно стопроцентно правовая процедура в рамках того времени. Через решение Верховных Советов, голосование там, и так далее. Ну, как-то мы их неправильно приняли. Значит, они право имеют уйти. То есть в головах граждан Советского Союза, тех, кто думает вообще о происходящем, поселяется какое-то раздвоение. Что это было? Может быть, действительно надо отпустить. Вроде бы одумались, потом, спустя несколько месяцев, в апреле 90-го года, Горбачев инициирует принятие закона о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. То есть, как-то все-таки удержать Прибалтику. Согласно этому закону, в кавычках, решение о выходе Союзной Республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов Союзной Республики путем референдума. Далее определяется, как должен проходить референдум. Какая была матрешка у нас в СССР? Сначала 15 союзных республик, а потом внутри многих союзных республик, особенно Российской Федерации, автономные республики, автономные области и автономные округа. Это территориальное образование, ну, просто с большей степенью внутренней свободы в управлении. Ну, например, Татарстан был автономной республикой, а какие-то территории были автономными округами. Так вот, согласно этому закону союзному, референдум должен проводиться по вопросу выхода из СССР отдельно в каждой автономной области, республике либо округе. Этот пункт закона ни разу нигде соблюден не был. Везде, где в принципе проводили какие-то формы референдумов о выходе из состава Союза, не везде это было сделано, но нигде отдельные референдумы в автономных областях, республиках и округах не проводились. В мае 90-го года Ельцина избирают председателем Верховного Совета РСФСР. Через месяц, 12 июня, съезд народных депутатов РСФСР принимает декларацию о государственном суверенитете. Что тут сказать? Россия была не первая и не последняя союзная республика, которая приняла соответствующие документы. К этому моменту аналогичные по смыслу декларации уже были приняты в Прибалтике, Азербайджане и Грузии. Активно готовились узбеки, молдаване. Они тоже приняли это в июне 90-го. Следом в июле, в числе последних, о своем суверенитете заявили Украина и Белоруссия. Декларация, принятая на Первом съезде народных депутатов, гласила: РСФСР есть суверенное государство, полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной общественной жизни, за исключением тех, которые ей добровольно передаются в ведение Союза, то есть полнота власти у РСФСР, ну и верховенство законов РСФСР на территории РСФСР. Всегда было в Советском Союзе принцип такой: главный закон Союза. Все, что принимается внутри, если противоречит союзному закону, не имеет силы. Вот сейчас пирамида переворачивается. Главный закон – это республиканский. Как в этих условиях управлять страной, кому кто должен подчиняться и как в этих условиях осуществлять властные полномочия, сразу становилось непонятно никому. То есть начиналась так называемая война законов. Ну, надо отдать должное, что команда Ельцина была сметлива. Они понимали, что главное – это деньги. И напористо. Поэтому вслед за декларацией о госсуверенитете, такой абстрактной, казалось бы, тут же последовал очень конкретный закон о Госбанке РСФСР, согласно которому Российский республиканский банк, Госбанка Союза и все другие госбанки, тогда их мало было, несколько всего, и все другие госбанки на территории РСФСР объявлялись собственностью России. Деньги переходили к Ельцину. Наложил руку с самого начала. Далее существует какое-то государство в государстве. Непонятно как. Вот такой праздник. Праздником, официальным нерабочим днем объявили на следующий год после распада Союза в 92-м. Название «День России» вообще в 90-е практически не употреблялось. Точнее говоря, употреблялось неофициально. Так же, как неофициально употреблялось на лозунгах, транспарантах, в выступлениях. Вот это вот нелепое День независимости. Непонятно кого от кого. Народ иронизировал, то ли это независимость власти от народа, то ли это независимость России самой от себя. Официально в документах только при Путине появилось название «День России», причем в Трудовом кодексе. Но если вы посмотрите правовые базы, то увидите, что основанием для праздничного дня являются по-прежнему два документа. Это Трудовой кодекс
где у нас официальный День России, и вот то старое постановление Верховного Совета, где день принятия декларации. Впоследствии многие члены ельцинской команды, те из них, которые наиболее совестливые, и которые осознали последствия принятых решений, пытались как-то объясниться, пытались объяснить вообще, зачем принимались эти документы. Вот, например, опытнейший юрист Сергей Шахрай суть происходящей тогда борьбы объяснил следующим образом. Мол, в Политбюро ЦК обсуждался план секретный повышения статуса автономии. Вот те самые автономные республики, округа и области в составе РСФСР предлагалось поднять, изменив Конституцию, на уровень союзных республик. То есть, таким образом, союзных республик сразу бы стало не 15, примерно 35. И все с равными правами. Вот такой был у Горбачева коварный план. Для чего? Ну, понятно, что это все борьба с Ельциным. Давайте буду говорить бизнес-терминами. Когда вы хотите завладеть компанией, и вы не контролируете акции, вы менеджмент, вам нужно провести дополнительную эмиссию акций. То есть, выбросить акции на рынок. Тогда крупные акционеры, сразу их доля в капитале резко уменьшается, и в результате данной эмиссии вы, как управленец, получаете больше контроля над всеми. Уже ни у кого нет блокирующего пакета. Вот такого рода эмиссию союзных акций планировал якобы произвести Горбачев. И чтобы побороться с этим, потому что в случае реализации этого плана, естественно, Россия теряла автоматически половину территории, почти все природные богатства, превращалась в такой кусок сыра с дырками, минус Коми, минус Татарстан, ну и прочее, прочее, прочее. Чтобы этот коварный горбачевский план остановить, Ельцин и провозгласил декларацию о суверенитете. Дабы все уже автономии общались только с ним, не через его голову с союзным центром. Ну, объяснение, конечно, это можно принять. И может быть такое. Ну, теоретически может быть. Имело это какое-то значение в плане препятствия суверенизации автономных территорий? Нет, не имело. Потому что сразу пошла цепная реакция. И такие же декларации о суверенитете принимали и автономные республики в составе РСФСР, и автономные округа. Северная Осетия, Карелия, Коми, Башкирия, Калмыкия, Марийская, Чувашия, Горно-Алтайский округ, Тувинская автономия. Все они сразу приняли тоже декларацию о суверенитете. То есть, таким образом, все субъекты федерации тут же повысили свой статус до уровня союзной республики, провозглашая себя полным носителем суверенитета на своей территории. Автономии становились главнее, чем законы Российской Федерации, которые, в свою очередь, главнее, чем союзные законы. Вот и поуправляйте такой страной. Вопрос об открытом выходе из Союза поначалу не ставился. Все это отлагалось на потом, после подписания нового союзного договора. Но мы понимаем, к чему это могло бы все привести. И вот после распада Союза с колоссальным трудом удалось, слава богу, удержать от распада потом Российскую Федерацию. Войну на Кавказе, прямая попытка вырвать огромные территории из состава Российской Федерации. И сложные переговоры с Татарстаном. А что стоила история с самостоятельными деньгами, которые выпускали руководители наших субъектов? Не верите? Да, я взял с собой парочку. Покажу вам. Храню в коллекции. Вот это 20 уральских франков с портретом мамина сибиряка Свердловской области. Пытались их запустить. Уральская республика. А вот великий демократ Борис Ефимович Немцов. 100 нижегородских рублей, выпущенных администрацией Нижегородской области. Вот такая красота. Органы власти Нижегородской области обеспечивают прием этих казначейских билетов всеми предприятиями и учреждениями. Обеспечиваются всем имуществом Нижегородской области. Вот к чему бы это все пришло. Ну, к счастью, опять же, отдадим должное, развалив Союз, команда Ельцина не позволила далее развалить Россию. Тут он сразу показал жесткую руку. Честно говоря, думаю, что если бы Ельцину удалось захватить власть в Союзе на каком-то этапе, то вполне вероятно, Союз бы тоже не распался. Не того характера был человек. Не знаю. История не знает сослагательных наклонений. В марте 91-го проходит союзный референдум о сохранении СССР. Участвует 80% избирателей. За сохранение СССР высказывается почти 70% от проголосовавших. Тогда не было избирательных технологий. Вот как голосовали, вот так оно и было. На некоторых территориях просто
Не проводили референдум в Прибалтике, в Грузии, хотя он прошел в Абхазии и Южной Осетии, где высказались, конечно, за сохранение Союза. Отзываются это и по сей день. В Молдавии референдум прошел только в Приднестровье и Гагаузии за сохранение Советского Союза. Отзывается по сей день. В Армении не проводили. В Прибалтике там вообще замечательно. Там вместо референдума местные националисты, сепаратисты, выражаясь простым языком, организовали какие-то опросы населения, понимаете, в ЦИОМ эстонский. Причем опрашивали не всех, а выборочно. Только добрых, настоящих граждан, которые изначально имеют какие-то особые разрешения на участие в этом опросе. В результате этого выборочного опроса общественного мнения и было заявлено: это наш референдум. Это называется правовой подлог. Когда какую-то ерунду, какой-то ограниченный опрос выдается за референдум. А по закону требуется референдум. Я поэтому каждый раз, когда американцы начинают говорить о том, что как-то там неправильно проводился опрос на Донбассе, или в Крыму тысячи иностранных наблюдателей, все. И вы еще учите нас не ковыряться в носу, как говорят дети. Вы вспомните, как проводились опросы избранных граждан в Прибалтике. Вот тогда, в 91-м. 12 июня 1991 года на выборах президента РСФСР побеждает Ельцин, потом ГКЧП, а потом после путча понеслось. Не прошло нескольких дней, как Украина принимает постановление о независимости. Опять же, без референдума. Кравчук. Процитирую. «Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной», вот это патетика. «Исходя из смертельной опасности, Верховный Совет Украины, УССР, торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства Украины». Союзному центру было не до этого. Это далеко. Тут главное в Москве бы удержаться. А удержаться не получалось, потому что, опять же, решительно Ельцин брал власть в свои руки. Остается целый ряд указов Ельцина, который переподчиняет себе все находящиеся на территории России союзные органы исполнительной власти. Представьте себе. Союзную армию, милицию, КГБ СССР, и переводит под юрисдикцию России министерства, ведомства, целые отрасли экономики. В общем, вся власть в стране идет в разнос. Тут же проснулись, наконец, ошарашенно смотрящие на это большие западные государства, которые просто не верили своим глазам, какое счастье падает им само по себе в руки. И вот в начале сентября, в конце августа 1991 года Великобритания, Германия, потом США заявляют о признании прибалтийских государств независимыми, хотя они формально еще в составе Союза. Готовность установить с ними дипломатические отношения. Нет, вы только не думайте, союзный центр не разорвал дипотношения с государствами, которые признали наши части независимыми. Нет. Не были объявлены учения с применением тактического ядерного оружия, испытаниями. Нет, не были выдвинуты танки, не объявлено особое положение. Нет. Наоборот, союзный центр создал новый госорган. Теперь это называлось Госсовет СССР на переходный период. И этот Госсовет СССР первым делом 6 сентября 1991 года сам признал независимость Эстонии, Литвы и Латвии. В этих условиях удивляться тому, что вся власть переползала от Союза в Россию, к Ельцину, наверное, не стоит. Вспоминаю историю. Что мы отмечаем 4 ноября? Помните наш рассказ о событиях Смуты? Вот там был такой тушинский вор, сидел в Тушино, Лжедмитрий II. У него была своя армия, большая поддержка иностранная, польская, а в основном литовская. И царь Василий Шуйский, который сидел в Кремле и контролировал часть Москву и часть территории страны. А Тушинский вор не мог взять Кремль, а Шуйский не мог выпихнуть этого Лжедмитрия куда-нибудь подальше. А элиты метались. И бояре ужинали в Тушино, а завтракали на следующий день уже в Кремле. Все не знали, к кому прибиться, как определиться со своим двором и со своими вооруженными отрядами. Отчасти в чем-то похожая ситуация и была тогда осенью 1991 года. Только бояре, пожалуй, мало метались, а в основном
перебегали от союзного центра из Кремля в Белый дом к Ельцину. В Белом доме находился Верховный Совет РСФСР и резиденция администрации президента РСФСР Ельцина. Поскольку на Украину никто не обращал внимания, они потихоньку готовили референдум. То есть, опять же, все наоборот. Сначала Верховный Совет незаконно объявил о независимости Украины, потом спохватились, надо бы все-таки провести референдум. И вы знаете, провели референдум. Через несколько месяцев, 1 декабря 1991 года, на референдуме о независимости Украины большинство высказалось за выход из состава Союза. Эти же самые люди полгода назад все были за сохранение Советского Союза. 77%. Как это произошло? Не знаю. Думайте сами. Последняя попытка. 3 декабря Горбачев обращается ко всем главам республик, к Верховным Советам республик, так где они еще остались, с призывом подписать новый союзный договор. СССР теперь будет называться ССГ. Союз суверенных государств. Ничего, только посмеялись. Ибо через несколько дней, 8 декабря, на троих президента России и Украины и представитель Верховного Совета Белоруссии Шушкевич, встретившись в Беловежской пуще, ответили Горбачеву, заявив о невозможности создания ССГ, нового союза, по горбачевским правилам, о прекращении существования СССР, были подписаны соответствующие Беловежские соглашения, и о создании СНГ, Содружества независимых государств. Такой достаточно аморфной, непонятной конфедерации. Кстати, на эту тайную вечерю в Беловежскую пущу Назарбаева, руководителя 4-й крупнейшей республики Союза, не пригласили. Но, видимо, не доверяли. Боялись, что, может быть, не поддержат. У Горбачева было еще несколько дней, чтобы сохранить Союз. Применить самые решительные, самые жесткие меры. Наверное, лично рискнуть всем. Я представляю, что он мог сделать. Не буду сейчас об этом говорить. Мне кажется, шанс был. Вот эти несколько дней после 8 декабря Беловежского сепаратного соглашения шанс еще был. До того момента, пока 21 декабря в Алма-Ате к Беловежскому соглашению не присоединились оставшиеся республики, за исключением Грузии и Прибалтики. 24 декабря Ельцин проинформировал Генсека ООН, что Россия продолжает членство Советского Союза во всех органах ООН, сохраняя за собой место постоянного члена Совбеза с правом вето. Это, кстати, было сделано правильно, своевременно. И на следующий день президент Союза Горбачев ушел в отставку. Над Кремлем под камерой произошла символичная смена флага СССР на российский триколор. Я в эти дни сам работал в нашем посольстве, в посольстве Советского Союза в Вашингтоне. Я помню, как весь день стояли десятки камер американских телеканалов напротив посольства на 16-й улице в Вашингтоне, нацеленные на красный флаг. И все ждали момента, когда будет снят флаг Советского Союза. Счастливый миг для американцев. Не дождались. Наши дипломаты, видимо, постеснялись это делать днем, поэтому сделали ночью, тайно, незаметно. Никто этого так и не заснял. Так что, собственно, мы должны отмечать 12 июня? Ну что, Россия началась с распадом Советского Союза? А знаете, так Википедия американская писала, что дата основания Российской Федерации – 90-й год с принятием декларации о государственном суверенитете. Иногда писали еще, что все-таки конец 91-го с распадом СССР. А до этого что, России не было? Неужели мы должны праздновать с вами крупнейшую, как сказал наш президент, геополитическую катастрофу 20 века? Распад Великой Советской державы. Я скажу более, мне представляется, что распад Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа не только 20 века, а всей человеческой истории. По крайней мере, одна из крупнейших.
потому что вместе с распадом Советского Союза, при всех его недостатках, но все-таки это была изначально попытка построить совершенно новое общество. Таких попыток никто ранее не предпринимал. Общество без эксплуатации, без частной собственности, без национальной вражды, без каких бы то ни было расовых и национальных противоречий, без сословий. Общество свободного труда. Не получилось. Наверное, человек еще для этого не созрел. Внутренне, в первую очередь. Но эта попытка была. А с распадом Советского Союза мы поставили на ней, не знаю на какое время, может быть, на тысячелетие, большой жирный крест. Что же мы должны тогда праздновать? Давайте обратимся с вами к истории. К истории изначальной. Памятник тысячелетия России. Новгород. На памятнике Рюрик, на щите которого написано 3 буквы СТО. Это в записи цифр кириллицей 6370 год от сотворения мира. То есть 862 год. Символическая точка отсчета, дата легендарного призвания варягов, призвания Рюрика на княжение в Новгород. Дата, с которой, по легендам, начинается русская государственность. Именно поэтому в 1862 году, спустя 1000 лет от этой условной символической даты, и был установлен памятник тысячелетию России. Но даже школьникам, когда рассказывают о легендарном призвании варягов, собственно, летописной легенде, обязательно говорят, не надо относиться к этой легенде серьезно. Отраженные в ней факты в любом случае сами по себе свидетельствуют, что и до Рюрика в больших городах русских, в Новгороде, в Киеве, в Смоленске уже существовала какая-то власть, существовало управление, существовали государственные образования. То есть Русь была. Призвание же князя какого-то – это вообще обычная мировая практика. На переходе от древних форм родового общества к более современным всегда возникала проблема суда. Кто будет судить спор между горожанами, жителями, гражданами, сородичами? Любой судья всегда должен по принципам родовой чести поддерживать своих соплеменников, поддерживать своих родственников. И ждать от него объективного суда, когда весь город разделен на кланы ближних, дальних родственников, ждать от него честного суда просто невозможно. От него иначе отвернется весь род, если он не будет поддерживать своих. А князь для чего нужен? Не только для военного руководства. Это может и воевода командовать войском. Хотя у князя своя дружина, он занимается войной, он профессионал. И это сильное усиление любого войска, княжеская профессиональная дружина. Но главным образом князь нужен как судья, у которого нет своей семьи в этом городе, у которого нет родственного клана. Может, кроме жены и детей. Нет никого. Поэтому он не связан обязательствами родственными. Он хороший, независимый судья. Поэтому часто призывали князей на суд, на княжение, заключали с ними ряд, договор, как и новгородцы. Но если судил князь плохо или был неудачлив в войне, изгоняли. Он даже, как наш Александр Невский, новгородцы несколько раз то призывали, то прогоняли. Это обычная практика. Точно так же на княжение призывают, например, англосаксы, князей со стороны, да и многие другие народы. Поэтому в призвании Рюрика нет ничего обидного. Пригласили судью, даже если это было. Прекрасно понимаем с вами, даже школьники, что государство не возникает само по себе, по мановению волшебной палочки. Вот ничего не было, а тут появился и суд, и налоговая система, и крепостные стены, и письменные законы. Вот раньше жили какие-то дикари, там племена, а раз появился один умный князь. И по его указам возникла государственная система. Ну, конечно, так не бывает. Поэтому призвание варягов – это символ. Образ Рюрика – это условная точка отсчета. Рюрик в русской истории – это то же самое, что Ромул и Рем для Древнего Рима, вскорбленные волчицей. Или праотец Чех, который привел свой род на берега Волтавы и стал основателем чешского народа. Был, не был. Или другой праотец Лех, от которого пошли все поляки, и кичливые ляхи,
выражаясь языком Пушкина, и прочее, прочее. Рассказ о Рюрике взят целиком из древнейшей русской летописи «Повести временных лет». Конечно, это великий исторический документ, но там много чего написано любопытно, сказочного, что славяне произошли от одного из сыновей Ноя. До сих пор историки спорят, кто автор «Повести временных лет» и был ли вообще один автор. Ну, скорее всего, не был. Это бесконечное редактирование чужих текстов. Но был ли Нестор или Сильвестр или какой-то другой монах? Мы не знаем ничего в деталях о том, кем был Рюрик и кем были варяги. В Киеве, возможно, в это время уже правили князья Аскольд и Дир. Или не князья. Или это были тоже бывшие варяги. А когда основан Киев? По легендам, братьями Кием, Щеком, Хоревым и сестрой их Лыбедью. Датировать их жизнедеятельность, как-то связать с Рюриком невозможно. Историки продолжают дискуссии. Допустим, Рюрик действительно был одним из варяжских вождей и правил с условной столицей в Новгороде, хотя Новгород Рюрика – это не современный Новгород, это Рюриково городище, расположенное неподалеку. Но был ли он реальным основателем княжеской династии, вот этих Рюриковичей это тоже мы не знаем. Потому что функции, собственно, отца-основателя были возложены на Рюрика позднее, когда составлялись более поздние летописи и летописные своды. А до этого никто Рюрика своим дедушкой-прадедушкой не считал. Тому есть немало доказательств. Ну, например, среди потомков так называемых Рюрика почти нет князей с именем Рюрик. А это совершенно невозможно. Легендарный основатель, его имя должно быть очень особо почетным и часто повторяться. Ситуация с привязкой, когда брали какую-то легендарную личность и привязывали ее к действующей династии для придания солидности, древности, сказочной мощи. Эта ситуация довольно стандартная, опять же, везде в мире. Точно так же и Игорь. Привязан князь Игорь к Рюрику как сын. Хотя в летописях нигде Игорь не называется Рюриковичем, а называется просто сыном. А с годами там вообще полная путаница. И предание старины глубокой, понимаете? В античности поступали еще проще. Если нужно было привязать себя к чему-то великому, то просто правитель объявлял себя сыном Бога. Александр Македонский. И никаких гвоздей. А вот наш любимый Рюрикович Иван Васильевич Грозный, тоже человек, интересовавшийся историей, древностями, начитанный, образованный, кстати, был правитель. И вот Иван Васильевич Грозный заказал летописи, которые довели его род непосредственно до римских цезарей. Там есть некоторые разночтения, то есть либо до Августа Октавиана, либо до Цезаря. Потому что по одной из версий, которую я читал, у Клеопатры от Цезаря родился не один ребенок, а двое, и второй спасся. Один канул там в лету, неизвестна его судьба, а второй сын Цезаря и Клеопатры спасся и уплыл через Средиземное море в Европу, и там прятался от Августа Октавиана в германских лесах, в конце концов добравшись до территории современной Пруссии. Вот там где-то в легендарных племенах пруссов и обитал. Ну, а его потомки, собственно, Рюриковичи. Так что «Повесть временных лет» и иные летописи имеют большое количество подтверждений по разного рода перекрестным ссылкам, в том числе европейским, арабским, византийским. Это достаточно достоверный, хотя и очень легендизированный документ. Для того, чтобы немного отвлечься, давайте сделаю небольшую рекламную паузу, интермедию. Все-таки на фоне современных украинских исследований о древней истории можно сказать, что это почти стопроцентный исторический источник. Ведь у нас украинский язык, если мы посмотрим, он и древнейший в мире, арийский. Украина – колыбель славянской культуры и цивилизации. И Будда был украинцем с высокой долей вероятности, точнее, древним укром. И Заратустра, и вообще могила Инея в окрестностях Рима. Некоторые пытаются прочитать там эпитафию Инея, используя знание украинского языка. Приходят к сложному выводу о прямом родстве этрусков, троянцев с современными украинцами. Ну и вообще этноним украинца имеет необычайную древность, по мнению некоторых современных украинских историков, поскольку это соединение как бы двух слов украинец. Ук
и Троя. Ук – это означает человек ученый, такой брахман, жрец. Троя, ну, понятно, трояне. То есть, вот были, очевидно, глупые трояне, которые впустили к себе троянского коня. А были умные трояне, которые потом спаслись, укры-трояне. И вот они стали предками современных украинцев, ученые трояне. Ведь римляне не случайно называли своих предков-троянцев по латыни теукри. Теукри. Теукри – это очень фонетически созвучно. Это те укры. Те укры. Вы загляните в словари по латыни, в словари, и сами в этом убедитесь. Ну, Рома, понятно. Рома – это название не латинское, название троянское, а, возможно, даже украинское. Рим, Рома. Ведь не случайно роман – это очень распространенное имя на Украине. Все связано. На этом я юмористическую интермедию заканчиваю относительно древней истории. Конечно, на самом деле серьезные ученые на Украине тихо смеются над всем этим, но смеются про себя, потому что сегодня нужны яркие идеи, обоснования собственной самости, незалежности, величия, древности. Поэтому лучше смеяться негромко. Наши общие предки, настоящие, монахи Нестор, Сильвестр, когда составляли повесть временных лет, вот они писали о чем? О том, что это повесть о том, откуда есть пошла русская земля. А что такое русская земля? Что такое Русь? Землями на Руси называли не почву, а государства, независимые суверенные государства. Русская земля – это русское государство, так же, как греческая земля, болгарская земля, египетская земля, ромейская земля. Сам термин «Киевская Русь», он очень удобный и в чем-то обоснованный, потому что некоторое время столицей русских княжеств, главным городом был Киев. Этот термин появился только в XIX веке. А до этого, в раннефеодальные времена, в летописные древние времена, даже слова «княжество» не было. Наши предки очень удивились, узнав, что они живут во Владимирском княжестве или в Черниговском. Они-то думали, что они живут либо во Владимирской земле, либо в русской земле. Иных вариантов не было. Поэтому киевские монахи Нестор и Сильвестр писали о своей родине, о своей земле, откуда есть пошла русская земля. Кстати, вот вспомним школьную программу «Слово о полку Игореве». Князь Игорь восклицает: «О, русская земля, уже ты за холмом». И где, через какие земли шел отряд князя Игоря против половцев? Он шел через земли современной Луганщины. Примерно вот там. Луганск, Донбасс. Там же, в Луганской области, мы, кстати, восстановили по распоряжению президента замечательнейший памятник, установленный, кстати, в годы суверенной Украины независимой. Памятник князю Игорю и дружинникам. Несмотря на то, что памятник этот был установлен, собственно, украинской властью, в 2014 году он подвергся беспощадному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, был полностью разрушен, территория вся вокруг заминирована. Но первое, что сделали мы, придя в Луганск, освободив эти благодатные земли, восстановили памятник, сделали лучше, чем был, благоустроили территорию, там подсветка. Посмотрите, красота. И вот князь Игорь, русский князь, черниговский и северский, он что имеет в виду? Он имеет в виду, что он, выступая в земли половцев, пересекает некую условную на тот момент границу. Ну, пограничных столбов еще не было. Он выехал за пределы государства, из русской земли в серую зону. И вот здесь надо уже смотреть в оба, тут опасно. Тут русское государство закончилось. Тут уже могут половцы налететь. И лишь сильно позднее, уже в веке в 15-м, понятие «русская земля», «всея Руси» стало обозначать не государство, а некую такую культурно-цивилизационную общность.
К слову сказать, если мы будем говорить о традициях государства, тысячелетних традициях русского государства, то надо понимать, что это были традиции не только монархические, но и традиции самые, что ни на есть, демократические, республиканские. Этим традициям тоже на русской земле тысячи и более лет. Историки сегодня самым внимательным образом изучают вечевой строй, вече. Вече ведь было не только в Новгороде, вече было и в Пскове, и во всех крупных городах, и в Киеве в том числе. И на вече, реальном органе местного самоуправления, решались самые важные вопросы. Князь – это, опять же, военная власть, приглашенная очень часто по договору с вече, либо по договору с советом вечевым, с правительством. Некоторые функции судебной власти, не более того. А далее город самоуправлялся. Я не буду подробно рассказывать о новгородском вече, отсылаю вас к соответствующим лекциям своим из цикла «Собиратели земли русской», но один только момент. Не надо думать, что вече – это какая-то гигантская площадь, толпа, знаете, как в фильме Александр Невский Эйзенштейна, кто кого там перекричит. Нет. Вообще, вечевая площадь в Новгороде, ее размер примерно 15 соток. Никакая большая толпа собраться не могла. Более того, по мнению большинства современных историков, на вече люди не стояли, а сидели на скамьях. Более того, на вече, как считают современные историки, был президиум. А в президиуме же сидели выборные руководители, Тысяцкий, Совет Господ. Ну, чем это, простите, не английский парламент под открытым небом? Скорее всего, так как известно, что в вече участвовали не только бояре, но и представители простых горожан, скорее всего, это были не аристократы, как в Венеции, например, в городском собрании, а были делегаты. Делегаты от новгородских районов, от концов. Поэтому традиции самости, государственности, суверенитета, самоуправления у России, ну, точно не с 12 июня 1990 года, а с тех самых дальних, тысячелетия назад времен. Так что же мы тогда должны отмечать 12 июня? Понимаете, вот во время СССР главным праздником считался 7 ноября. Я не буду сейчас говорить о том, насколько Советский Союз был хорош или плох. В данном случае важно другое. Этот праздник в советский период полностью передавал идейный посыл советской власти. Идейный посыл простой. Создано новое государство, которое не является правопреемником, а как бы с нуля. Праздник этот не национальный, а наднациональный, международный. И государство это не похоже ни на какие предыдущие по своей сути. Стремление к коммунизму, отсутствие частной собственности, эксплуатации и так далее. Праздник сутевым образом соответствовал идее советской власти. Мы постарались разобраться, что мы отмечаем 12 июня. И видим, что высокому имени своему, образу, День России, вот это старое наполнение, декларация о суверенитете, первые выборы президента Ельцина, это никак не соответствует тому идейному наполнению, которое мы хотим сегодня вместить в понятие главного государственного праздника День России. А что же мы тогда должны отмечать? Мой ответ таков. Отмечать, праздновать, славить мы должны Россию как 1200-летнее государство, как страну, цивилизацию. Именно славить. Славься, страна. Мы гордимся тобой. И страна – это не абстрактная. Страна – это ведь люди. Это наши с вами предки. Это, я обращаюсь к молодежи, и те, кто 12 июня сначала разрушил, а потом, опомнившись, удержал Россию от распада. И те, кто строили ее перед этим 1000 с лишним лет. Одних от других оторвать нельзя. Это все одни и те же люди. Давайте посмотрим на памятник тысячелетия России, установленный в Новгороде, тогда в 1862. Создание памятника было приурочено как раз к юбилею легендарного символического прихода на Русь Рюрика.
Другого такого монумента в мире нет. По замыслу создателя он посвящен не человеку, не событию, а всему народу и всей его истории. Открытие состоялось 8 сентября по старому стилю. Дата была выбрана не случайно. Это день рождения наследника престола на тот момент цесаревича Николая Александровича. Ну, а также совпало еще и с празднованием православного праздника Рождества Богородицы. Памятник грандиозный. Взгляните на эти символические ряды. Первый верхний ярус над державой православия, понятно. Ангел с крестом осеняет Россию. Второй ярус самодержавия, вот уже в форме державы. И вокруг этого шара державы 17 фигур выдающихся правителей российских. Ну и далее третий ярус. Там барельефы, 109 барельефов. По замыслу автора надо было представить на барельефах всех достойных людей, которые по разным отраслям знания, ума и науки способствовали возвеличиванию России. Вот такой был замысел автора Микешина. Конечно, самое сложное было выбрать персонажей. Автор предлагал, советовался с учеными, с историками. Окончательное решение принимал император Александр II. Ну, известно, что, например, фигура Николая Васильевича Гоголя включена по предложению Александра II. Это было очень важно, потому что включение в эту сотню величайших деятелей – это бессмертие, это признание в пантеоне великих из великих. Там есть не только, кстати сказать, реальные исторические персонажи, но есть и фигуры-символы. Сибирский крестьянин или мать с ребенком, принимающие крещение. Ну, понятно, что это эпоха Александра II, эпоха либеральных реформ, она была пронизана либерализмом, вся общественная атмосфера, поэтому в это время Иван Грозный никак не мог пройти творческий конкурс, и его фигуры в Новгороде на памятнике нет. Я обращаю ваше внимание еще на один момент. Символизм придан не только выбору фигур, но и их положению, как они развернуты и куда они смотрят. Князь Владимир смотрит в сторону Византии. Понятно, оттуда он принес на Русь христианство. Петр I смотрит на Петербург, вот, свой любимый Парадис. Михаил Романов смотрит на Запад, куда русские прогнали польских и шведских интервентов. Дмитрий Донской на Орду. Туда бежали побежденные им на Куликовом поле ордынцы. Иван III, великий князь московский, смотрит на Москву, прежнюю столицу. Потому что тогда, когда устанавливали памятник, понятно, столицей был Петербург. Ну, а Рюрик внимательно смотрит на Киев, прищурившись. Туда он наметил свой путь. Совпадение? Не думаю. И по-хорошему, празднуя День России, мы воздвигаем в своих сердцах такой же памятник, только с учетом последних 150 лет. То есть в нашем праздновании должен присутствовать еще один виртуальный, символический, 4-й круг, на котором должны быть новые герои, самые разные, но все наши, российские. На этом 4-м символическом кругу могли бы быть вместе Столыпин, Витте и Николай II, Ленин и Дзержинский, Буденный и Деникин, Колчак и Фрунзе, Чапаев и Мария Бочкарева, Сталин и Молотов, Жуков и Рокоссовский, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Василевский и Карбышев, Шолохов и Бунин, Булгаков и Пастернак, Менделеев, Циолковский, Королев, Гагарин, Курчатов, Сахаров и Харитон, Брежнев и строители БАМа. Ну и, наверное, отдельные фигуры, символы, безымянные, знаменосцы Победы, Псковский десантник, герой СВО. Ну, для государственных деятелей последних десятилетий, я думаю, время еще не пришло, но они неизбежно обретут там свое более чем заслуженное место. Так что 12 июня, как День России, это символический повод вспомнить и отметить все ее эпохи, все века российской государственности. Вспомнить всех, кто пахал и сеял, строил города и заводы, открывал наши бескрайние новые земли и раскрывал и недра нашей земли, изучал природные богатства.
Тех, кто создавал шедевры культуры, искусства, тех, кто создавал нашу науку, тех, кто обустраивал наш общий дом и защищал его. Дом, простоявший, слава Богу, почти 1200 лет. Тогда, в 91-м, да и раньше не раз, и в 17-м, и в годы смуты, почти трагически расколоты, но в основе своей устоявшие. История у нас непростая, и дом наш не раз горел и был разодран на куски, но всегда, как птица Феникс, он возрождался. Не быстро. Это уходили десятилетия, иногда века. Но он всегда возрождался. А почему именно 12 июня? А почему нет? 12 июня вполне подходящая дата. Ну, например, чтобы связать ее с личностью того самого легендарного Рюрика. Его дружина ведь приплыла на Русь на лодках, по рекам. А реки вскрывались тогда когда? В мае. И поэтому приплыть он мог, скорее всего, в Новгород в первых числах июня. Ну, почему не 12-го? Я, кстати, совершенно серьезно. Новгород точно надо сделать одним из центров празднования. Это будет справедливо. Поздравляю вас от всего сердца с нашим великим историческим праздником. Днем России. Днем всего нашего Отечества. Всего вам доброго.